Приветствую, друзья! Сегодня у нас достаточно интересная неисправность, с которой ко мне обратились. Суть проблемы в том, что периодически не запускается двигатель на автомобиле. Хотя в самой неисправности нет ничего интересного, так как она встречается нередко, а вот причина довольно интересная. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Вот обращение автовладельца. Автомобиль Chevrolet Lachetti, и вот суть проблемы. Ни малейших предпосылок не было, все работало хорошо, заглушил, поставил во дворе, скинул клемму с аккумулятора, все как обычно. Примерно через неделю пришел ехать, стартер крутит, насос качает, приборка светится, но ни малейших признаков вспышек нет, как будто совсем отключил катушки. Пробовал подключиться при помощи ELM адаптера, но ЭБУ не вышел на связь. Так ни с чем и ушел. Но через 2 дня пришел к ней попытаться прочитать, и она запустилась с полоборота, работала отлично, прогрел, проехался вокруг дома, все хорошо. Ничего читать не стал, чек не горел, подумал, может куда-то попала влага, и теперь все нормализовалось. Еще через пару дней нужно ехать, но она снова не запускается. И больше она так и не запустилась. ЭБУ ни через ELM, ни через Chevrolet Explorer на связь не выходит. Что было проделано? Передернул все разъемы, проверил диагностическую цепь, все хорошо. На разъеме иммобилайзера проверил питание, все хорошо. Еще один непонятный момент. Экранирую ключ фольгой, включаю зажигание, при этом светодиод на водительской двери никак на это не реагирует. Хотя, насколько понимаю, он должен был в этом случае засветиться. Вскрыл сам иммобилайзер, визуально ничего подозрительного не обнаружил. Больше нет идеи, куда лезть, прочитать не могу, не пойму, виноват ли имма, либо это что-то совсем другое. И почему это так все внезапно и без предпосылок? Ну давайте же разберемся, в чем здесь была проблема. И что проверять в данной ситуации в первую очередь. Как мы видим, кроме отсутствия запуска, у нас имеется еще одна серьезная проблема. ЭБУ не выходит на связь. Поэтому ни один диагностический адаптер не может к нему подключиться. Почему блок управления может не выходить на связь, я показывал в этом видео. Там тоже была довольно-таки интересная причина. Но пойдем дальше. В нормальных условиях подключение к ЭБУ происходит только после разрешения иммобилайзера. Поэтому в первую очередь необходимо исключить штатный иммобилайзер из системы и попробовать подключиться к ЭБУ. Для этого добираемся до блока имма, он находится возле замка зажигания, отключаем от него разъем и перемычкой соединяем между собой 5-й и 6-й контакт. Это 2 фиолетовых провода. К слову сказать, провода могут быть и другого цвета, это зависит от года выпуска автомобиля. И после того, как была установлена перемычка, блок вышел на связь. Это уже половина дела, потому что мы теперь можем посмотреть на ситуацию глазами блока управления двигателем. В общем, подключаемся к блоку управления. Здесь нам необходимы всего 2 параметра. Первый. Абсолютное давление в опускном коллекторе. Как мы видим, оно снижается при запуске, значит коленвал двигателя начал вращение. И второе – это обороты двигателя. Видно, что обороты поднялись практически до 200, и это означает, что ЭБУ видит вращение коленвала двигателя. Значит, датчик положения коленвала исправен, и хоть какой-то ответ от мотора должен быть. Но двигатель абсолютно даже не пытается схватить. Полный игнор на наши попытки запуска. Также такое подключение дает возможность вытащить из блока управления возможные коды неисправностей. И в данном случае мы увидели ошибку 1628, то есть нет связи с иммобилайзером. Из этого можно сделать предварительный вывод, что с системой управления двигателем проблем нет. Поэтому необходимо переключить свое внимание на иммобилайзер. Скорее всего, он и блокирует запуск. Кратко, как работает иммобилайзер. При включении зажигания ключ проверяется противоугонной системой иммобилайзера. При определении действительного ключа блок управления иммобилайзером посылает сообщение с последовательно передаваемыми данными в блок управления двигателем. В сообщение включается код идентификации для подтверждения, что ни блок управления иммобилайзером, ни блок управления двигателем не были заменены для обхода системы. При получении недействительного сообщения блок управления двигателем блокирует запуск. Чек на панели приборов при этом обычно не загорается, но ошибка заносится в память блока управления. ЭБУ нам также указывает, что ошибка не постоянная. И мы это тоже можем подтвердить, так как двигатель все-таки иногда запускается. Поэтому можно предположить, что где-то имеет место быть плохой контакт, который периодически изменяет свою проводимость. Чаще всего это происходит в разъемах и на монтажной плате, когда в пайке начинают образовываться кольцевые трещины. Поэтому был обслужен разъем блока управления иммобилайзером и внимательно осмотрена плата. Особенно самое проблемное место – пайка антенны. Но ничего обнаружено не было. Что имеем по факту? Видимых дефектов нет, питание на блок имма приходит, ошибок по неверным ключам нет, цепь от имма до блока управления в порядке, так как мы спокойно подключились к блоку управления двигателем при исключенном иммобилайзере. И в этот момент я переключил свое внимание на часть сообщения, в котором было указано: напомню,
Экранирую ключ фольгой, включаю зажигание, при этом светодиод на водительской двери никак на это не реагирует, хотя, насколько понимаю, он должен был в таком случае засветиться. Почему светодиод должен светиться, смотрите вот в этом видео. Но в нашем же случае светодиод молчал. Все это в комплексе означает, что блок иммобилайзера просто не работает. Он даже не запускается для проверки ключа. Непонятно только одно, почему он иногда все-таки работает. Либо не досмотрели дефект на плате, либо что-то с питанием блока иммобилайзера. И на этом этапе у меня возник логичный вопрос. Как производились замеры питания? И самое главное, откуда бралась масса для замеров? Оказалось, что массу брали с кузова, а второй щуп мультиметра подключали к контактам питающих проводов на разъеме блока. И напряжение было 11,7 вольта, что является вполне нормальным. Но после того, как я сказал взять массу не с кузова, а с четвертого контакта разъема блока иммобилайзера, все стало на свои места. Четвертый контакт – это черный провод, который соединяет блок иммобилайзера с массой. И вот здесь прибор показал всего лишь 8-9 вольт. Этого явно недостаточно для нормальной работы блока иммобилайзера. И вся проблема оказалась в плохой массе блока. Так куда же подевалась масса? Все достаточно просто, и как всегда это связано с проблемными местами. В проводке имеются так называемые сборки масс. В этих сборках соединяются массы сразу нескольких потребителей, и нередко они становятся причиной проблем и даже воспламенений. Блок иммобилайзера на данном автомобиле тоже берет массу с такой сборки. В эту сборку также подключены другие потребители, типа подсветки, часов и так далее. Самое интересное, что все остальное работает, а вот блок иммобилайзера нет. Именно это изначально и затруднило диагностику. Если бы наряду с отказом иммобилайзера, например, еще не работали часы или подсветка, тогда было бы проще выявить эту проблему. Сборка эта носит название S203 и находится аж возле магнитолы. Ну и собственно вот результат. Добрый день. Протянул сегодня отдельную массу на разъем ИМА и сразу же ответил ЭБУ, машина запустилась и проблема устранена. Исходя из всего этого, хочу вам дать несколько полезных советов. Первое. Если двигатель не запускается и при этом даже не подает никаких признаков запуска, а затем запускается без каких-либо проблем и отлично работает, пока вы не выключите зажигание, то с очень большой долей вероятности, что проблема не в двигателе и не в системе управления двигателем, а в сторонних системах. При начальной проверке обратите внимание сразу на иммобилайзер и всевозможные сторонние сигнализации, особенно если они с автозапуском. Второе. При замерах берите массу не только с кузова, но и с разъема. Это позволит оценить качество массы. Третье, ну и самое главное, никогда не перегружайте эти сборки масс. Если вы устанавливаете стороннее оборудование, которое потребляет значительный ток, то протягивайте отдельную массу, а не подключайтесь к первому попавшемуся проводу массы. Все эти провода практически всегда подключены к таким сборкам, и лишняя нагрузка может привести к такому. Думаю, эта информация в будущем поможет многим.